Летишь в середине, лета, в июле, чтобы максимально застать хорошую погоду, пожалуйста. Иначе. Неделя дождей. Именно в эту Чётко неделю мы приехали попали. сюда. У нас сегодня день, где мы просто ходим, куда глаза глядят. А ну вот, наконец-то мы добрались до чего-то очень интересного. Куча великов. Вот они обычно вот так вот стоят. А бы как? Хотите посидеть? Не хотите, правильно, потому что мы идем дальше. А это женский туалет. Пожалуй, перекусить с таким видом. Это божественно, не? Это заслуженно. Блин, у нас же случилось горе. Мы не бесплатно сходили. Мы проверили туалет бесплатно. Я не знаю, как на это реагировать, но вы должны это увидеть. Это рекорд. Утро нового дня. Мы пришли на завтраки, как нам и говорили. Там, ну, очень даже неплохо. Для такого недорогого отеля. Да, отель действительно недорогой. Все сидят, кушают, вот так это буфет. Мы взяли воды, сок апельсиновый, который на вкус. Там чуть-чуть. 1%. 1% апельсина. И набрали в тарелку там все сыра, мясо, Сашка даже яйцо, масло взял. Там подогревает хлебушек. Ну да, такой. Взяла тоже огурчиков, как Саша. И много-много колбасы, потому что я колбасу обожаю. Ну все, мы уже вернулись с завтрака. Мне пришлось постирать мою кофточку, потому что у меня почему-то грязный карман. Ну как постирать? То есть ты бардак, короче. Вечно. Сейчас мы первый раз выходим настолько поздно. Сколько? И не особо торопимся. И не особо дождь торопимся. везде. 11:24 мы вообще не торопимся. Там реально дождь, и по прогнозу дождь весь день. Спасибо такой большое, вечер. что встретили так гостеприимно. Вот Да. летишь в середине, лета, в июле, Там жара вообще, блин. чтобы максимально застать А. хорошую погоду, пожалуйста. Иначе. Неделя дождей. Именно в эту Чётко неделю мы приехали попали. сюда. Спасибо большое, класс. Мы тут зашли в Нетто, ну так, проверить на экскурсию. И тут такие скидки, как в Лидле, выставляют. Ну, типа, когда пару дней остается до окончания срока годности. И вы не представляете, что мы нашли. Значит, мы нашли рыбу, вот такую большую пласт, 35 крон. Это сколько? Ну, $4, наверное, или евро. Не, больше. Ну, в слотах где-то 20. Ну, всего лишь за огромную 200 грамм. Потом вот такой хамон с каким-то непонятно. Это вообще тоже недорого, 17. Креветки 300 грамм. Ну, 300 грамм самих креветок. 300 грамм самих креветок и 580 грамм воды. Ну, с водой, наверное. И вот такую приправу огромную. Не знаю, сколько, почти тоже 300 грамм, там 200 с чем-то грамм. Тоже взяли. Ну, приправу мы взяли, потому что это как сувенир. Мне просто нравится привозить приправы с разных стран. Прикольно. Ну, мы выбрались наконец-то полноценно из отеля. А они не знают. Ну, поэтому сейчас все расскажем. Вы ничего, ребята, Сегодня не знаете. день ливня. И мы попали в жесть. Просто мы вышли уже типа на прогулку. Дошли до магазина, до двух. Ну, мы там не снимали, но Снимали вообще в магазинчике. был классный итальянский Да. магазин. Вот там не снимали. Да. Как в музее каком-то итальянском Офигенно. побыли. Такие да. продукты, так все разложено красиво. И плюс там дают еще попробовать Да. сырок, чериза мы попробовали. Ну ладно, и пошли мы, вышли. Потом зашли в другой магазин. Нетто Нет. закупились тоже неплохо. Мгм. И подумали, что, ну, раз закупились, надо занести, наверное, в отель, чтобы не ходить целый день с этим. Как раз идти там минут 10-15. И такой ливень был, что Мгм. мы чуть дошли, добежали до отеля и сидели еще час, отдыхали, или даже больше. Не больше часа. Ну, все Пока полтора. еще посушили феном все. Да. Ну, сейчас вышли, еще небольшой дождик был, но уже терпимо. Уже даже теплее так стало. В итоге мы гуляем и думаем, мы столько уже все прошли, и думаем, а что снимать-то? Да. Ну, короче, вот, зашли. Первое интересное место. Там вдали виден парк Тиволи. Мы еще, наверное, чуть поближе покажем, но внутрь не пойдем. Нет смысла, стоит бешеных денег тупо за вход. Аттракционы в отдельную стоимость. Ну, А это глиптотека. Там музей сам, мы тоже в него не идем. он тоже стоит вход 100 там с чем-то. 125 крон, неадекватно. Вход бесплатный в последнюю среду месяца, у нас среда, но не последняя. А здесь такой прикольный парк. Красиво, да? Вот здесь отлично. А вот и тот самый легендарный мыслитель. Кто он? Родена.
Родена. И Красивая. пирамида, да? Классно. Офигенно. О, там людей скидывают башню. Где? Ну, где золотая. А, вот там. Что упали. Ну, короче, выглядит тут миленько. Миленько, но что хочу добавить, что особо снимать-то тут и нечего. Да. Все так сдержанно, все так по-скандинавски, по-холодному. Не Лиль Ну да, даже не Лиль. В Лиле было офигенно снимать. А тут как бы просто идешь и много таких старинных, старых таких зданий. Именно таких старых неухоженных. Ну, Да. не привлекают взгляд. Вот даже в Лиле всякие зеленые насаждения, они классно так были. А здесь в целом ты не видишь, только парк. Это единственный парк такой супер ухоженный. Плюс тут очень много великов, мы покажем. Великов тут просто тьма тьмущая. И они выглядят все ретро. И знаете, мы видели магазин, посмотрели, сколько они стоят по 1000 евро. Да. Мы думали, что они вообще дешманские. Ну да. Ну, у вот. кого-то может дешманские, у кого-то ретро дорогие. Мгм. Вообще велодорожки везде. Ну, это супер для велосипедистов, но для пешеходов минус. Как будто даже пешеходные тут по иерархии где-то в конце. Блин, на меня капает, точно должен будет. Посмотрите на эту тучу. Ну вот примерно такие здания, они очень красивые. Но так вот, чтобы достать камеру и снимать, не особо хочется. Блин, все душно, надо прятаться. Ну а тут прям как в Болонии. Немножко Болонии не помешает. В Италии, когда мы приехали вот в Болонию, там было много-много арок, и они входили в ЮНЕСКО. И там реально идешь километрами, как мне показалось, по моим воспоминаниям. И там вот такие арки, они абсолютно разные. Там крыши тоже такие резные, очень красиво. И тут неожиданно мы тоже это встретили. Но на обратной стороне дороги такие виды, тоже неплохо. Я так понимаю, что мы где-то в центре города. Мы просто ходим. У нас сегодня день, где мы просто ходим, куда глаза глядят. Ну так, где-то в центре потусить, посмотреть самые такие главные достопримечательности. Ну а завтра уже будет другой план. Сегодня поесть побольше, погулять побольше. Тем более дождливо так. Завтра, наверное, будет получше с погодой. А ну вот, наконец-то мы добрались до чего-то очень интересного. Ну тут немножко Брюгге прямо напоминает. Очень классные такие милые маленькие домики, и они слипшиеся. И тут плюс еще канал. А это может там какой-то театр? Не знаю. Какую-то оперу. Сейчас. Может опера. Ну кого знает точно. Классные фонари. Много людей. Кстати, знаете, что меня удивляет, что тут нету ни одного... вон есть велики. Ну, кстати, великов на самом деле тьма. Но именно здесь почему-то нет. Возможно, тут нельзя именно ставить возле перил. Просто когда идешь по основному, ну, с другой стороны города, то есть не там, где центр, Везде. там вообще везде натыкано. Еще можно вот туда сходить. вот там Смотри, какие ворота. Музей Торвальдсена. Вот это музей, да? Да. А вот это опера или... Не, это музей. Это музей. Все, ясно. Вот это музей. Но надо тут обойти уже все. А Пошли. вот там смотровая площадка. Где именно? На башне. Вот Вроде- он говорит, на башне Вроде смотровая как мы площадка. туда планируем. На саму башню? Смотровую? А это бесплатно? Тогда, конечно, мы планируем. Ребята, ну вы поперлись. Конечно, красивые, милые ресторанчики. Это здорово. Куча великов. Очень здорово. Вот они обычно вот так вот стоят. Абы как, да? И, кстати, они огромные молодцы, что они разделяют мусор. И вот написано «глаз», и мужчина сдает стеклянные бутылки. А в магазинах мы вам покажем, потому что сами будем выбрасывать. Там есть бутылки пластиковые и железные. И железные, и пластиковые. Их можно в магазине, там специально такие банки для бутылок. Ну, банки, в смысле, не знаю, как Ну, это. контейнеры. Контейнеры, да. Для автоматы. таких приемники. Вот, приемники для таких бутылок. Я так понимаю, что там дают типа какую-то Наверное, денежку, купоны в магазине. купоны, да. Посмотрим, на какую сумму. Угу. Но мы тоже собираем, ребят, чтобы тоже Начали. принять участие в этом. В этом плане они молодцы, да? Что они берегут и природу, и всякое такое. Блин, куда мы зашли? Офигенно, да? Да. Саша говорит Брюгге, но мне кажется, конечно, это что-то нет. другое. Брюгге 1-2 этажа. Брюгге это маленькие совершенно... двери, маленькие окна.
Да. Если вы слышали Сашу, то он сказал, маленькие двери, маленькие окна. Это Это что? брюги. Ну да. И другой цвет стен. Другой. Прикольно. Не очень. Я думаю, если старый, кто-то старый пожилой человек, то ему, конечно, не очень спускаться. В окна заглянем? Не знаю. Класс! Да, эта улица такая, ну, старинная, одна из самых таких классических, называется Макс Стряда. Как-то так. Классно. Ну, известно. Тоже. Блин, наконец-то мы нашли здесь что-то красивое. Ну просто мы живем очень не центрально, а вообще там в жопе мира. Поэтому мы сюда шли около часа, если не больше. Около часа. Поэтому нам казалось, мы шли по такой окраине, нам казалось, нечего снимать, нечего делать. А когда пришли в центр, уже поняли, что вот ради чего ездят туристы. Красотень. Такая классная входная зона в заведение. Угловой дом. А, вот и про велики. Вот что я вам рассказывала. Их вагон и маленькая телега просто. Ну как тебе? Солнце выглядело вообще хорошо. Мы уже разделись. Даже я была в кофте. Кофта вот. Теперь я в майке. Но на самом деле тут прятать вообще нельзя кофты. Сколько прошло? Я не знаю, минут 20. Мы были в кофте, нам было так холодно. Мы подумали, что это ветер какой-то морской, холодный. Ну, а теперь солнце выглянуло, и все, просто жарель, да? Да. О, можно посидеть. Хотите посидеть? Не хотите, правильно, потому что мы идем дальше. Никто не хочет сидеть. Мы наткнулись тут на интересное местечко с какой-то типа инсталляцией с растениями в трубах. Вообще, ну это не совсем, наверное, как современное искусство, хотя вон там дальше какая-то скульптура странненькая. Но вообще Копенгаген это чуть ли не столица, наверное, европейская всяких вот современных искусств, архитектуры, урбанистики. Я думаю, мы еще много всего покажем и сами увидим. Только начинаем Я наш... вообще в восторге от идеи вот так вот в трубы всадить растения. Это выглядит офигенно. И самые разные вообще, и они обычные, то есть нету как... Смотри, Петрушки, как ручки смешно. какие-то. Смотри, как смешно посадили. Вон. Видишь, ему тесно. Он не может расти вверх. А вот какая-то петрушка. Кстати, вот написано часть мировой столицы архитектуры 23-го года. Город. Поэтому Копенгаген столица архитектуры. Ну, А как это мы и что? сказали. Как... Мы вас не обманываем. Это всякие вообще какие-то никогда. проекты современные. Это трубочки, коктейли пить. На какой-то провод. Ну, что-то сохранение окружающей среды, какие-то проекты. Слушайте, классно. Климат, подогрев, вода. Вот это вот интересно, что это за шоколадка тут? Вот этот пакет продуман для того, чтобы набрать туда воды, подержать под солнцем какое-то время. И можно пить воду, типа она, ну, реакция Типа питьевая убивает становится чистая. бактерии. Офигеть. В походных условиях. Наверное, какая-то там есть реагент какой-то, который благодаря солнцу убивает. Типа как фильтр. Ну, типа, да. Классно. Классно. Девочки, держитесь. Я сама не заметила, но Саша заметил. Это женский туалет. Аксессуары мужские. Да. А это женский туалет. Трэш. Я в шоке. Прям реально? Нет. Я не знаю, что сказать. Но это очень забавно. А, он... Да, то есть три кабинки. Ну, я такой первый раз вижу, а ты? Да. Блин, да там все видно. Да. Пошли туда. Вот я вам рассказывала, что было очень тепло, и мы разделись. Прошло ровно, я не знаю, мы за угол завернули 6 минут, 7. Все, уже надо одеваться, потому что уже небо, видите, пасмурное. И придется, Саша поправлял шнурки, и придется теперь сейчас одевать кофту обратно. Я не знаю, тут, конечно, со скоростью света все меняется. Вот это клево. Это
Какая-то часа. Часам протестантская, наверное. Класс. Ну, Еще необычно. такое белое. Белое, Такое реально скандинавское. Они любят Ну, светлый интерьер. мало украшений. Ну, такие какие-то сдержанные. Мало украшений. Ну, слишком сдержанно, да. Но очень красиво. Какой алтарь такой скромный. Нет? Да. Это забавно. Ходить. Башня для стражников. Не входить. И вот так вот стоять надо ровно. Зато от дождя спасает. Крыша есть над головой. Но мы дошли до башни. Бесплатно можно войти наверх. Как думаешь, тяжело будет? Как обычно. Обычно не очень Будет тяжело. легче. Но тут не супер высоко. Тут лифт. Тут лифт есть? А без лифта нельзя? А, так вообще легко, Это же ребят. обидно. А что ты мне не говорил? Да, ты не Ты не спрашиваешь. спрашивала? Ну да, логично. Тут небольшая очередь, чтобы попасть наверх. Мы внутри. Нас тут досмотрели, реально, как в security, как в аэропорту security проверяют. Мы снимали шапки, снимали кофты, ну, верхние вещи, выкладывали свои телефоны. Ну, все, короче, все как в аэропорту проверяли, тут то же самое. И теперь мы стоим, ждем лифт. Вот, ждем лифт, вот люди. В максимум вмещается только 6 человек, а людей намного больше. После эскалатора вот на таких ступеньках. Тут, короче, нет возможности идти самому. Тут только элеватор. И все, мы пришли. И все. Это самый легкий подъем. И бесплатный. Да. Посмотрим вид. Ой. О, класс. Ой, так просторно и холодно. Хорошо. Ой, класс. И вот что мы видим из достопримечательностей. Какой-то костюм. Что это? Рундетарн. Круглая башня. Национальный госпиталь. Круглая башня, вот. Красиво такие красные крыши. Где статья? Вот там такой белый. А, это очень далеко. Ну, вон там А, госпиталь с вижу. зданий. Не, это очень далеко. Вы, ребят, не увидите. Это, наверное, самый красивый вид, ну, на этой башне. Смотрите, там у кого-то свой такой балкон клевый, да? Клево. Красиво. И опять чистуче. Что ж ты будешь делать, а? С всех сторон очень классно виден город. Вообще классно. Такая крыша. Чуть-чуть ниже спустились возле лифта. И можно пройти вот еще посмотреть. Такие атланты сохранились. Вообще супер. И вот еще класс. Деревянный вариант. Супер. Такой макет из дерева. Круто. И это бесплатно, офигенно. Лучшая достопримечательность. Пока что. Пока что. На сегодняшний день. Тут два лифта. Сначала один поднимает на 4-й этаж, тут еще ресторан. И дальше лифт отдельно на площадку. Помимо этого есть бесплатный туалет. Супер достопримечательность во всех смыслах. Красиво, бесплатно, удобно. Мы очень даже вовремя. Вот сейчас вход выглядит вот так. Мы пришли, было намного меньше людей, в 2 раза меньше. Заходите с этой стороны или с этой стороны. Невозможно Да. ошибиться. Называется Тарнет. Под самой башней. Пройти контроль, подождать очередь, потом пройти контроль, как в аэропорту, и все. Там всё И понятно, 2 да. лифта. Один по 8 человек, другой по 6. Между 8 и 6 людьми есть туалет. Да, вообще супер достопримечательность, как я сказал, Еще все есть. 0 крон это Да, стоит. идеально. Прямо
по курсу что-то какое-то очень красивое. Заходим. Это сад библиотеки. Офигеть. Просто весной библиотеки. Ой, хорошо. Ой, сори, прzepraszam. А, класс. Это вот эта библиотека? Ну, видимо, да. Офигеть. А есть новые. А, супер. Клево, не? Я вообще ничего не комментирую, я так только наблюдаю. Я не знаю, что сказать. Это очень красиво. Я не ожидала такое увидеть. Надо сесть покушать здесь. Да. А Как раз вот есть это лавочки. все-таки датский еврейский музей. А, все-таки это музей. Датско-еврейский музей. А еще гляньте-ка. Какой домик милый. И рыбы красные. Золотые рыбки. Их очень много. И они стоят на одном месте. Спят, что ли? Им холодно. Сегодня Или погода жарко. отстой. Я не думаю, в такую погоду даже плавать не буду. Пожалуй, перекусить с таким видом. Это божественно, не? Это заслуженно. Это заслуженно. Но, ребят, посмотрите на небо. Опять дождь будет, блин, задолбал. Нам сказали, подожди, там писали, что в 16:00, с 16:00 будет уже солнечно. Где? У нас не солнечно, но не дождливо. Там не было дождливо, там было все стопроцентное солнце. 50. У меня нет. У меня в Гугле было. У нас есть вот такие, не знаю, как они называются. Хамон в сыры. В сыре. Взяли сегодня, показывали. Вот видите. Перекусим. Скандинавы своих детей уже с детства закаляют. Посмотрите. Сами вон как одеты в кофточки, а дети платьица, шортики. Вон вообще холодно, мы все в плащах ходим. Как офигенно сделали. Это типа фонтанчик такой, и как будто он в пролив вплывает, вливается. Офигенно выглядит. Там какой-то сток, сено. Но О, что-то какое интересное. здание. Красиво? Блин, как они умеют вот так вот все совмещать? Очень клево выглядит. Они очень умеют совмещать старые здания и новые. И это выглядит не уродски. Учитесь, так говорится. Как раз мы рядом с библиотекой, так что учиться всегда актуально. Как там говорил Ленин? Учись, учись. Еще раз учись. Он не так, да, говорил? Сколько у них всяких инсталляций, Саш. Они как-то вообще прям... Обычная солома и пахнет просто стогом сена, как я и говорила. И можно вот так вот войти. Эко-дом, не? А внутри какие-то кирпичики. Просто эко-домик. Не хотел бы в таком жить. Не хотелось. Нафиг Ну, надо, в как целом говорится. нет, но если Ну, я- бесплатную в центре Копенгагена, то окей. Ну не, холодно Да. же. А вот и библиотека. Ну просто круто. Как я и говорила, абсолютно современное здание. И вообще оно не выбивается, не смотрится по-уродски с такими зданиями Там историческими, да. Классно? Да. И с той стороны тоже современность со стариной. Угу. Блин, вот как офигенно, когда вот есть такая набережная, и ты можешь сидеть, кайфовать, да? Почему в лодке нет? Лодь, ау, вы лодка. Где наш? Хоть какой-нибудь ручеек, а? Хоть какая-нибудь там, я не знаю, плешивая речка. Хоть что-нибудь. А вот подплыл трамвайчик, и мы тоже на нем будем кататься. Так классно. Ну только не сейчас, в другой день. Мы купим проездной. Если Купим проездной, и в проездной входит как раз да, можно все на виды этом транспорта, трамвайчике. поезда и вот это Я люблю проездные. Так классно, что на трамвайчиках можно ездить. Зашли в библиотеку внутрь, и тут на первом этаже едзонка всякая. Пойдем дальше. вот. Есть гранд. А можно дальше подниматься? Да.
На обзорной площадке. На обзорной... Подожди, а чего ты сразу? Он мне ничего не рассказывает, ребята, он все под секретом держит. Мы идем? А мы идем? Да. Идем на обзорную площадку. Сначала... Вот так выглядит. Офигенно, да? Блин, супер. И тоже можно идти бесплатно? Да. О, клево. И туалеты есть. Ну, там, да. Короче, не описывайтесь. Вот в Дании. странах М. обычно не жалеют. Да, чё жалеть, блин, шо вам жалко? Ну, это туалет, блин. Надо, ну, Это обычная человеческая человек потратил потребность. кафешке, ещё в Ну, магазине каком-то. дайте ему в туалет сходить, блин. Бесплатно. Я еще ненавижу, когда нужно платить за туалет. Это я не знаю, как платить за простую Самое воду из-под смешное, крана. что платный в итоге. Ну, я думаю, Зато в башне... Блин, у нас же случилось горе. Саша часы потерял в этой башне. Так что мы не бесплатно сходили. да, Хорошо, что часы старые. видишь, Новые купишь. Да. Я его уговариваю. Купишь новый, не переживай. Какой классный потолок. Мы с Сашей обсуждаем, что реально библиотека — это общественное место. Да. Можно ходить, И и не чтобы обязательно она это платно жила делать. жизнью, а не было там 5 посетителей за Мгм. день. А так смотри-ка, и кто-то что-то потратит на еденку, да? Да. Там еда есть. Просто пройти, посмотреть, О, там красиво. почитать в конце концов, Да. если захочется. О, супер. Класс. А это переход в старую библиотеку. А, тут типа новая вместе со старой. Точнее, старая вместе с новой. Вот, читают книжку. Класс. Ну, вот, какие-то архивы. Ну, прикольно. Это книги? Офигеть. Там что-то, какая-то важная информация. Класс. Какие старинные книги. Офигеть. Офигенно. А это тоже какая-то старая часть. Тут пахнет прям такими старыми книгами. Прям всё. Да. Офигенно. Класс. Очень здорово. Так, а где смотровая площадка? Вон туалет есть. Там это- На что? надо- А мы на надо- каком? Надо А, спуститься. на лифте. и дальше. Ладно, идем. Достали раритет самый потрепанный. А точно можно? На стол. Такое чувство, что викинги какое-то, знаете, оставили Тайное знание. тайное знание. Сейчас как узнаем. Очень вдохновенно. Еще раз, ребят. Это как будто книга учетов какая-то. Видите? Мгм. Красиво написано. Это ближе. Каким почерком. Я не знаю. Это реально что-то. Какой-то каталог. Это, тут такие записи. Ничего не понятно. Так выглядит это стол. Пойдем еще одну. Еще ячейки, тоже руки тянутся. Письма Да, какие. какие-то архивы. Это архивы, которые никому уже не нужны. Ну, да. Непонятно. Эдгар Валати. Блин, такой почерк. Это же другие написано. Офигенно, да? Ну, там невероятно. Видели где-нибудь, чтобы можно было так зайти в библиотеку и лазить? И трогать всякое Петров. Не личное. надо. Это вообще прикольно. Пошли. Мы проверили туалет бесплатно. Их тут много. Так что еще плюс одно место, где можно бесплатно ходить в туалет. А вот мы поднялись наверх. Офигенно. Посмотрите. Ну, у меня нет слов. Это супер круто. Это Королевский театр. И что-то, знаете, Королевское.
на них прямо, для них это прям не похоже. У них тут вообще настолько все строго, вот типа таких вот зданий, вот большинство. А тут прям в Золото таком, вообще не увидишь. да, итальянский, такой французская роскошь. И все, не, реально, тут все королевское. Все, что не прочитаешь, все королевское. Такая необычная стена возле этого королевского театра. Чё там удивился так? Прикольно. Прикольно. Ну, вообще, площадь очень клево выглядит. Мы, значит, сделали вывод с Сашком, что нам Копенгаген, именно как город, тут больше чем есть заняться, если сравнивать с Осло. Да. Осло не так много чего можно в самом городе. Мы как бы там что могли, обошли. Осло намного увидели. меньше, наверное, и по населению, Да. по всему. По туристам уж А точно. Копенгаген вообще, мне кажется, и 3 дня не хватит. Очень много всего. Шли за едой и случайно дошли до Ньюхавен, самой знаменитой улицы с каналом. Ну, мы уже завтра сюда придем полноценно. Я даже как-то не думал, что у нас по пути. Ну, классно. Подробнее завтра. Ну да, надо обязательно по той стороне поснимать Да, эти да. разноцветные дома. Классно. И тут еще красивая новая Королевская площадь. Тоже, я думаю, И завтра. опять королевская. Вот это да! Вот это мы дошли. Церковь Фредерико, какого-нибудь святого. Это нереально круто. Смотрите, сколько людей собралось фоткать. Мы все фоткаем, стоим. Супер выглядит. Но Но внутрь нельзя. внутрь нельзя. О, нифига себе. Успели. Пришли мы тут в Too Good To Go. И посмотрите на очередь. И это все за едой. Вы сейчас увидите, там такой пакет огромный. Я не знаю, сколько мы это будем есть. Нам хорошо достанет. Да. Надеюсь, хорошее что-то вкусное. Вы видите, какой огромный пакет? Он огромнейший. Вот просто весь магазин раздали. Я не знаю, как на это реагировать, но вы должны это увидеть. Это рекорд, по-моему. Вы это видите? Тут просто, ладно, хлеб. Там столько всего внизу. Он кусок хлеба просто. Килограмма 2, наверное, Да. было. Они вообще продают что-нибудь? Или они все отдают в И Too Good To Go? тут пакетов больше 10 таких. Я в шоке. Я такой первый раз вижу. Ладно, это, знаете что? Дома Нам на всю придем, неделю. разложим. Блин, на завтраки можно не ходить теперь. Нам час тащить это потом до отеля. А у нас есть какой-нибудь пакет, чтобы тут ручек нет? Пакет не могу. Должен быть. Еще мы заказали на Too Good To Go с морепроды, и они находятся на рынке. А рынок выглядит вот так. Офигенно. Так красиво. И сейчас ищем свое заведение. Тут супер еда. Ну, Офигеть. дороговато. Очень клево. И вот нам дали такой крок, откроешь посмотреть, только аккуратно придерживая. У нас сегодня креветочный день. И какой-то Офигеть, я не знаю. луково-картофель. Ну, И такой. там картошка какая-то интересная. Блин, Съедим прямо сейчас. где? На улице. Пойдем, надо съесть. Класс. А это после морепродов. Мы возвращаемся домой. Прошли 1% пути. Нам идти 58, уже 54 минуты. Но это круто. У нас еще Доктор Пеппер. Кстати, купили на скидки в Нетто. Будете тут, заглядывайте в Нетто, тут куча скидок. И за банку и бутылку Мгм. 1 крона как бы кауции, Угу. которую потом можно сдать. Да, потом бутылки можно сдать. Ну, вообще красота. Все, ладно, отдохнули. 1% прошли, уже отдохнули. Не, ну просто Саша несет турбус, Too Good To Go. И забыла вам показать, как они припарковывают свои велики. Вот мы идем уже в отель, обычный район, вот. Не Дом. центр, далеко. Да. И вот, кстати, вот эти ретро-велики, ну, конечно, он уже в таком виде, но не любители вот таких обычных великов. Вот они почему-то дорого стоят. Не знаю, удобно на них. Это вообще ржа уже стоит тут годами. Вот, типа вот такого. Вот у меня в деревне был точно такой, так написано было аист. Педали вот эти вот. Вот, ретро. Вот, да, ретро. И вот они почему-то дорогие.
Вот, идентичный, Саш. Только другого цвета. Я не знаю, почему они дорогие. Добрались до отеля. Через магазин еще. Сколько? 30 тысяч шагов. Классика. Ничего сложного. Ну что, давайте искать, Распаковка. потому что мы сами не знаем, что там есть. Вот этот стол весь наш. Мы еще 2 булочки съели по дороге. Угу. Мы съели вот такую одну и вот такую. Вот это больше на хлеб похож. Да, там Да. такой бородинский хлеб с орехами. Мы сразу подумали, что это с коноплей, такой вкус странный. А вот эта булочка, мне кажется, тут какая-то начинка, не знаю, ну такая мягкая. Они отличаются, да, вот той? Да. Мгм. Вот это 2 хлеба вообще ни к селу, ни к городу. Огромный бутерброд. Да, маленькие вот такие булочки вкусные, их можно с рыбкой заточить. Круассан 2. Потом вот такие вкусные с карамелью. Это, наверное, вот это вот с карамелькой вкусная. Вот эти вот прикольные. И тут вот что-то раздавленное еще. Подавленное. Непонятно. 3 раздавленных. Да. Ну, мы как бы довольны. Это за Если бы это 4 было евро. в Польше, да, мы бы с этим хлебом что-то придумали. Замороженный худой конец. Ну, что сделать с этим хлебом, я не знаю. Скорее всего, мы его не съедим. Весь вряд ли. Угу. Даже учитывая, что Да- у нас да еще сколько у нас вон 2 хлеба? дня тут Мгм. полных. Ну, Саша съест этот. Все, кроме хлеба, я думаю, мы осилим за 2 дня. Я вот такие штуки твердые стараюсь не есть, потому что у меня брекеты, ребята. Ну, будем Ну. смотреть. Брекеты именно нижние. Все. Мгм. Когда мне поставили нижние брекеты, я перестала есть. Нормально.